Всем привет, с вами Life is Strange. Все мы живем в разных странах, в разных городах, любим разную еду и, конечно же, смотреть разные кинчики. Но в целом мы все разные люди, но единственное, что нас может объединить, это наличие паспорта. И чтобы его получить, конечно же, надо сходить в паспортный стол. Вроде бы в чем тут проблема может быть, спросят зрители из других стран. Но вот российский-то зритель знает, что если человеку дать хоть чуть-чуть власти, то человек становится просто неуправляемым и начинается безумие. Ну что же, давайте посмотрим, что происходит в паспортных столах России. Вот за мной девушка. Нет, те позже пришли, не путайте. Вот молодой человек еще за мной стоит. Ой, это сам, да. Да, он... Да. Не надо путать, вы просто... Что? Они все одинаковые, и вы... Какие все одинаковые? Не Кто надо, все одинаковые? не надо. Потом, Если для вас они, может быть, у одинаковые. меня вообще 5 минут. А у меня вчера сколько? я была, вчера. Ну, столько же. Молодой человек, я за вами же стояла? Да. Нет. Я стояла Нет, за этим... Так, женщина, Нет, извините меня, пожалуйста. Я вас не Молодой Это человек опять сказал, четко я... За Вы хлебом, что? наверное, люди. Вы что, с ума сошли, что ли, совсем? Я сошла с ума. Нахалка вообще. А если ты вдруг работник паспортного стола и считаешь, что работы хуже просто на свете нет, то ты сильно ошибаешься. На нашем канале есть примеры работ намного хуже, ведь ты попал на канал «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. И, кстати, данное видео несет исключительно обучающий характер. Ведь на примере различных ситуаций жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. Поехали дальше. Квартира первая. Да. Что у вас, временная регистрация? Да, временная регистрация. А кто собственник? Собственник я. У меня, смотрите, 19:11 не пришли люди на 9:30. А сколько там человек? 2 человека, мама с Вы ребенком. что делаете? Я записываю, потому что мне сказали, что почему-то отказались в временной регистрации. Вот я хотела узнать, что... Почему отказались? Нет, не Во-первых, отказались. вы не имеете права снимать, Хорошо. вы в паспортном столе находитесь. Хорошо, Выключайте ладно. немедленно. Вы Да, нарушаете закон. я не нарушаю У закон, меня потому здесь что документация. я не снимаю вашу Я документацию. не знаю, что вы снимаете. Вы не имеете права снимать без разрешения. Вы меня У вас есть вы разрешение? зарегистрируете моих У вас гостей? есть разрешение Вы на гостей съемку? зарегистрируете? Вы выключите, пожалуйста, Вы, видеосъемку, пожалуйста, иначе вы зарегистрируйте. вообще не будете здесь ничего снимать. Хорошо, вы зарегистрируете моих гостей? Скажите, зарегистрируете или нет? Вы снимете, вы выключите. Это, если вы откажетесь, это будет в суде. Значит, смотрите, Да. если вы не выключаете видеосъемку, это Да. тоже будет в суде. Хорошо, давайте, да. Ну и все, будем друг друга снимать. Давайте Потому что друг вы в друга паспортном снимем. столе Все находитесь. замечательно, да. Хорошо, только время идет, снимайте. Да. Я прошу, чтобы вы зарегистрировали моих гостей, граждан Вы даже России. не узнали ничего, вы приходите сюда с наездом. Вы что-то Нет, узнали? я узнала, мои Что гости вы сюда узнали? зашли и сказали, что им почему-то сказали Выключите, записываться. пожалуйста, видеосъемку. Мы с вами будем, иначе я не буду разговаривать. с вами. Скажите, а на каком основании запись какая-то в паспортном столе Я с вами ведется? разговариваю. Запись Вы по сначала времени. уточните, а потом записывайте. Выключайте Запись видео. времени производится в паспортном столе. Обычно люди приходят, Вы их хотите, сразу я кабинет регистрируют. закрою, давайте пойдемте к руководителю. Пойдемте. Здравствуйте, вам будет Да. объяснено. Пойдемте. Пойдемте к руководителю. Надежда Андреевна. Девочки, Надежда Андреевна, я же видеокамеры уже Потому что нам сказали, нужно предварительную запись делать за неделю, чтобы зарегистрировать человека, нужно через неделю прийти, только на следующей неделе. Это нормально разве? А что случилось-то? Нужно зарегистрировать гражданин Российской Федерации на 3 месяца. Нам сказали, что надо гражданину Российской Федерации, моим гостям говорят, надо на следующей неделе прийти, когда и сегодня мы вас запишем, чтобы вы через неделю пришли. Я говорю, почему сегодня нельзя? Говорят, нет, нам отказывают. Ну, мне мои гости так сказали. Это какой адрес ваш? Лесные поляны, дом 19. Да. Вот теперь слушайте меня. Пришла женщина, говорит, можно к вам? Я говорю, вы записывались? У меня запись идет полная, сплошной сегодняшний день. Она говорит, нет.
Я говорю, ну вы запишитесь, на следующей неделе будете... Не надо меня снимать, еще раз Хорошо, говорю. у вас Я не запись. буду На ничего вообще каком говорить. основании запись? Так, женщина, вообще давайте, идет? давайте, вы не Давайте. снимайте, пожалуйста, ладно? Не надо снимать. Хорошо, запись на Вы каком имеете основании право- идет? Вы имеете право снимать. Внутреннее женщина. распоряжение Вы чего и имеете кого? право снимать? Нет, Кого? объясните, вы Да. получили наше согласие на Вот. съемки? Вот, нет, я не получала, Не надо но снимать. это публичная компания, могу снимать. И что вы говорите? Да. Нет, подождите, вы лично человека снимаете, понимаете? Да, хорошо, это сотрудник, он при И что исполнении. дальше? И что Это не дальше? личный человек, Нет, не в личное подождите. время. Подождите, не надо снимать. Вы сказали должны внутреннее дать нам показать распоряжение разрешение. кого? Вы должны... И вообще, Нет, а кого внутреннее распоряжение? Просто дело в том, что Надежда Андреевна... Ира, иди работай. Ира. Дело в том, У что... тебя есть, да? Подождите. А у нас каждый день так весело. Можно, да? Внутреннее распоряжение, это что за распоряжение? Подскажите, пожалуйста, чтобы я тогда была в курсе, что это за распоряжение такое. Скажите, так нас зарегистрирует паспортистка? Вам объяснили. Что? Надо записаться. Записаться на Сейчас основании чего? очередь, я вам еще раз говорю, сейчас очередь по записи. По Чтобы не записи? было хаотично, для удобства жителей. Удобство жителей Для сегодня удобства мне жителей. нужно Я вам еще зарегистрировать. раз говорю. Мгм. Если бы вы нормально вошли, не стали бы снимать, понимаете, не надо, То что? то вас бы приняли, может быть. То есть нормально. Идем дальше. Отказывают в регистрации. Сейчас буду требовать бумагу. Будьте добры, бумагу отказ в регистрации подготовьте мне. Вы мне отказали в регистрации. Я не выйду, подготовьте мне документ. Нет, пожалуйста, я вперед этих людей, поэтому подготовьте мне документ, что вы мне отказываете в регистрации гражданина Российской Федерации с обоснованием. Напишите мне этот документ. Напишите мне документ с обоснованием, что вы мне отказываете в регистрации. И покажите мне внутренний документ, регламент, согласно которому я должна предварительно записываться на прием, чтобы сделать регистрацию. Пожалуйста, напишите мне отказ, что вы отказываетесь принимать документы, которые носят уведомительный характер. По месту обращения даже здесь. Вы меня слышите? На улице Советской 50. Мне подготовьте документы, отказ, что вы отказываетесь, или примите тогда регистрацию. По 4 ноября. Обратиться, да, туда? Значит, да, несете туда по месту обращения. Подготовьте документы мне на паспорт. документ, отказ, что вы отказываетесь меня регистрировать. А постоянно вообще у вас нет прописки? Не, я в Беларуси жил до 14 Принятие лет. гражданства было? Не, я там жил до Подготовьте 14 лет. документ Вы об можете- отказе в не видите, я регистрации. стою, Нет, потому что я разговариваю с раньше женщиной. вас. Да Я мне раньше плевать, вас. что И вы мне раньше. плевать, что вы после меня. У меня еще 2 детей Принятие маленьких. гражданства у вас было? Не, я жил до 14 лет в Беларуси, а там... Подготовьте мне на документ о жительство регистрации, выдается либо об 14 лет. отказе А я в 14 лет регистрации, мог сюда, в Москву. и обоснуйте, почему мне отказываете. И покажите ваш внутренний регламент, согласно которому вы отказываетесь мне Свидетельство о регистрации. рождении, квитанцию там оплатите, фотографии и вот этот свой паспорт. Сдаете. Ваша Эдуард фамилия, Владимирович, имя, отчество Я скажите. не могу работать. Скажите ваше фамилия, имя, отчество и дайте мне отказ регистрации. Давайте снимать не будем, ничего здесь, потому что это не публичное место, это А вы кто? организация. Хорошо. Это организация. Вы Я, кто? я житель этого дома. Вы житель? А почему вы берете? Меня не снимайте, я вам запрещаю, я на вас в суд хорошо, подам. отойдите от меня и не трогайте меня. В суд я у нас подам, если вы будете Подавайте. снимать в организации. Подавайте в суд. Вы вызвать участкового? Да, давайте, Вы вызывайте. вызывайте полицию. Закрываю кабинет, закрывайте. Давайте. Значит, смотрите, ну, вот когда исполнится 20 лет, с 4 октября по 4 ноября, только после истечения 20 лет. Нужно на улице Советская, дом 57.
Это в Балашихе. Да, получаете новый паспорт и приходите. Мне надо с ним находиться? Нет, на 20-летие не нужно. А потом только... В нашей стране блуждает устойчивый стереотип, что паспорт гражданина Германии является самым мощным. С ним ведь открыта буквально границы всех стран. Но на самом деле это не так. До 2017 года с паспортом гражданина Германии можно было попасть всего лишь в 177 стран из 218 возможных. А вот с 2018 года список стран расширился, и с паспортом гражданина Германии уже можно было попасть в 188 стран. Но вот список самых мощных паспортов, где действительно открыт буквально весь мир, возглавляет такие страны, как Япония и, внимание, Сингапур. Кстати, в Сингапуре живет один мой подписчик, мой старинный друг Вадим Корягин. Я знаю, он подписан, и если ты смотришь данный видосик, то привет тебе от Стрэнджа. Кто не знает, Вадим Корягин — основатель всего рестлинг-движения на Руси-матушке. Именно он создал здесь эту индустрию. Так что давайте привет передадим ему, если вы знаете его и живете в Сингапуре. Ну а мы в это время продолжим. Как не предусмотрено? Не предусмотрено по военному билету, вы мне отказываете... Уже объяснила. По военному билету вы мне отказываете. Административного регламента вы должны предоставить паспорт гражданина Российской Федерации. То есть по военному билету вы мне отказываете. Правильно я вас понял? Хорошо. Паспорт СССР вы тоже считаете недействительным, правильно я понимаю? Да. Ваш паспорт конкретно, да. Паспорт Российской Федерации вы считаете действительным и законным, да? Правильно я вас понимаю? Это дочери моей паспорт, который я хочу вам сдать назад, потому что он оформлен не по правилам. Здесь стоит печать, не соответствующая ГОСТу Российской Федерации. ГОСТ по печатям 51 511 от 2001 года. Почему в паспорте моей дочери стоит такая печать? Вы начальник УФМС Федеральной миграционной службы города Миасса, Никонова Елена Станиславовна. Объясните мне, пожалуйста, почему в паспорте моей дочери стоит печать не по ГОСТу 51 511 от 2001 года, действующий ГОСТ на данный момент на территории вашей Российской Федерации. Печать должна быть от 40 до 50 мм, здесь печать 30 мм в диаметре, она красного цвета, хотя должна быть синяя. Внутри не прописан ИНН, ОГРН и ОКПО, почему этого здесь нет? Также почему здесь нет расшифровки росписи, вот в этом, вот здесь вот, где, кто выдал этот паспорт? Почему все здесь написано в капслоке большими буквами? Почему вы унизили статус моей дочери? Почему у меня здесь написано с большой буквы все? В паспорте здесь должно быть все написано с большой буквы, остальные буквы маленькие, по правилам русского языка. Если это написано все вот в капслоке, вот в таком, то этот паспорт является ничтожным по закону Российской Федерации о паспорте. Почему вы на данный момент сейчас совершаете должностное преступление, Елена Станиславовна? Вы это понимаете? Вы отдаете себе в этом отчет? Вы сотрудник полиции, вы подполковник. Вы служите Родине и Отечеству, и вы сейчас обманываете меня, вы меня вынуждаете действовать по незаконному паспорту Российской Федерации, у которого стоит печать не по ГОСТу, которая делает сразу же этот паспорт недействительным, плюс вот этот вот капслок. Плюс еще здесь есть несколько нарушений в этом паспорте, плюс еще здесь, почему в этом паспорте не указано о гражданстве? Где здесь хоть одно слово о гражданстве? Я гражданин СССР, я родился, вот у меня свидетельство о рождении, вот оно, в Советском Союзе. Я родился в РСФСР. РСФСР, вот посмотрите, почему в паспорте в моем, который я выбросил, я им не пользуюсь, Российской Федерации, почему там не написано, что я родился в РСФСР? Это делает этот паспорт незаконным, вы понимаете это или нет? Вы изучали юриспруденцию вообще? У вас есть юридическое образование, Елена Станиславовна? Вам не стыдно себя так вести? Вы что делаете? Одумайтесь, Елена Станиславовна. Сейчас, если мы с вами этот вопрос не решим, я вас предупреждаю, что это я так не оставлю. Я пойду во все органы, как положено. В Следственный комитет, в службу собственной безопасности, ФСБ и в областное. И я дойду до... И по письма уже не готовы. Только открытыми границами страны славятся, еще и своими паспортами. Некоторые страны спрятали скрытые фишечки в своих паспортах. К примеру, если посветить ультрафиолетом на паспорт гражданина Норвегии, то вы увидите северное сияние. И то же самое, если сделаете на паспорте гражданина Канады, то вы увидите фейерверки. Вот реально ребята заморочились. Здравствуйте, можно? Я хочу разобраться в одной ситуации.
и выяснить, как дебила берут на работу. Вот это буквально говорю. Дебилов берут на работу. Извините, вы пришли здесь мне Я высказывать. Сядьте, я пожалуйста. правоту говорю. Я говорю правоту. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Обзывать кого-то. Давайте разбираться. Безосновательно, да? Давайте разбираться. Основательно, сейчас докажу. А мне Вы не читайте надо ответ, доказывать. а я вам Дайте буду давать сначала- доказательства. Вот ответ не пришел. А теперь доказательства. А вот доказательства. Как будто я не знаю те статьи, которые упомянуты. Это чушь написана, противоречивая. И она не соответствует вот этому. Напишите жалобу в Министерстве внутренних дел. Выдайте мне паспорт, я заплатил деньги. Эти основания недействительны, которые указаны. Основания вам выдают регистру или основания Министерства внутренних дел? Какое Министерство внутренних дел? Вы знаете упомянутые статьи, здесь как написаны? Здесь написано, что мне отказывается в выдаче, если на меня есть меры обеспечения. Не отказывается в выдаче. Да. Не отказывается? Отказывается в принятии заявления на получение документов. Нет. Временно приостановлено. Это немножко разные вещи. Нет, я только что прочитал этот закон. У меня в телефоне есть доступ к интернету, я прочитал только что закон. В существующей редакции. И вот упомянутые статьи указывают на то, что отказывает, вот я цитирую, у меня память хорошая, отказывается в приеме заявления, то есть вы даже должны были сказать, вы не приняли заявление, получили деньги, отказывается в приеме заявления в случае, если на меня есть обеспечительные меры, то есть подписка о невыезде, еще что-то по уголовному делу. Уголовное дело есть, а подписки нету. Вот подтверждение суда, оригинал остался у вас. Это же статья, которая ссылается, Знаете, указывает. Я могу прочитать? Да. Или я буду слушать вас? А вам распечатать статью? Еще раз спрашиваю, я могу почитать или я буду слушать вас? Читайте. Спасибо. Вы очень любезны. Вы должны понять меня. Спасибо, вы очень... Я еще раз спрашиваю. Вы мне разрешите читать? Я не повышаю на ваш голос. А я повышаю, потому что 3 раза уже спрашиваю, и вы мне не даете читать. А я не получил документ, у меня есть основания вообще Хорошо, давайте я вам- волноваться, Хорошо, выяснять, я слушаю кричать. вас. Пока вы мне разрешите Так читать. вот, я вам объясню, что прочитанное вами, оно как бы правильно вами воспринялось. Данная статья, она конкретно указывает, что я могу получить. Они указывают эту статью и не дают. Как это понять? Вы мне 3-й раз это говорите. Вы мне разрешите Читайте. прочитать? Читайте. Спасибо. Значит, это Эйнштейнцалия. Мы вас ставим в известность. То, что было обнаружено инспекторами из Министерства внутренних дел. На основе этого мы вам выдали вот этот листок, где пишется, что вы должны предоставить следующей информации в адрес того, кто издал эту информацию. Муниципий Кишинев, Страда Хенкутрей. Страда Хенкутрей – это база данных Министерства внутренних дел. И мы, вот здесь написано, вот Покровец, суплементар, дополнительно мы вам сообщаем, что вот на это письмо, что это письмо подтверждает, что нету. Но у вас идут и другие дополнительные. Вот за это письмо здесь написано, что да, оно есть и оно подтверждает. Но есть еще другие моменты, которые мы не можем их... Понимаете, это все глупо, потому что закон предусматривает единственный способ ограничения прав, в том числе на перемещение, получение документов, это решение суда. Отсутствуют какие-либо решения суда, отменяющие мои права. Нельзя просто по каким-то письмам, рекомендациям не выдавать документы. Это нарушает международные конвенции, конституцию, нарушает все. То есть отсутствует решение суда в отношении меня, я вас но услышала, не дают. ваше право. Да. Вот Но то, ваш чем орган вы... не выдает. Мне не интересует. Вы не должны спрашивать. Он не выдает просто потому, что не Вы хочет, не что у него должны есть спрашивать основания. мнение сотрудника МВД, Но давайте потому вы что уже нет не решения будете суда. решать. Вы не будете решать, что мы должны. Я знаю, как действует мы закон. Хорошо. У вас нет согласны? решения, у вас Еще есть раз мнение говорю. сотрудника полиции. Еще раз говорю, не мнение. Оно не подкреплено решением суда. Только решение суда может ограничить мои права. Нет решения суда, ограничивающего мои права. Понимаете? Поэтому вы не имеете права слушать мнение сотрудника полиции. С этим не согласны? Напишите в Министерство внутренних дел. Право что- в прокуратуру подавать, потому что вы не Пожалуйста. исполняете свои обязанности, вы не даете мне Пожалуйста. документы. Пожалуйста. При отсутствии оснований. Пожалуйста. Я что-то против имею? Я не имею ничего против. У вас есть свои права, мы вас У меня нет моих прав, вы лишаете меня моих прав. Вы говорите, у вас есть Я права. вас просто проинформировала. Я Вы понял. имеете право не Ладно. соглашаться. Почему мой Вы имеете второй право фигурант по соглашаться. делу
завтра получает документы. Ой, откуда я знаю, Ему кто пришел звонок, приходите, завтра получайте. Нет, Он мы месяц... никому не даем никаких звонков. Ну как, Потынки Игорь, вот он мне подсказал, мне сказали завтра прийти, вот получить документы. Он принес бумаги. Он Какие принес, бумаги? не знаю, строки. Вот такую же самую он принес. Мы вместе получали такие бумажки. Не спрашивайте меня, он принес. То, что надо, мы Точно отправили такое в же. Кишинев. Не точно такое, другое. Он отправил в Кишинев, все сейчас он... Я тоже отправил в Кишинев. Вы видели? Я не знаю, кто у вас фигурант. Тут написано копия. Это копия. Отправлена в Кишинев. Да, и там написано... А это копия моя. А там еще претензии к вам есть, кроме этого. Почему мне не выдают обратно мой оригинал? Есть претензии к вам. Мой оригинал почему обратно не дают? Как я дальше буду ходить с этой копией? Мой оригинал остался у вас. Вам в Кишинев отправлено вот. А это была моя копия. Это была моя копия. Так он не остался у нас, он с Кишинева. Я просил заявление вернуть обратно. Почему не возвращено? Ну да что я еще раз говорю. Я понял. Право? У меня нет прав в этой стране. Да. До свидания. Ну, мне больше всего нравится финский паспорт. Там ребята реально заморочились. Если вы очень быстро начнете перелистывать странички их паспорта, то увидите, как изображение лося начнет оживать, и лось поскачет по своим делам. Блин, вот реально я прям как мультик постоянно смотрю. У меня есть тоже один знакомый из Финляндии, Старбак. У меня было с ним сразу же несколько матчей. Кстати, Старбак является одним из самых известных рестлеров данной страны. Про него даже выходил документальный фильм, который крутили в местных кинотеатрах. Девушка, есть паспорт, я посмотрю, не соответствует регламенту. Начинается ошибка сразу же. С обложки здесь должно быть, видите, здесь написано заглавной буквой Российской Федерации. Паспорт все большими. Согласно регламенту, должно быть Российская Федерация начинается на букву М, заглавная, следующие маленькие. Также Федерация, Ф большая, следующие маленькие. Паспорт маленькими буквами. Далее. Герб Российской Федерации должен быть красного цвета, а здесь красно-коричневый. Также регламенту не соответствуют надписи на первой странице. Тоже все с нарушениями. Потом печать не соответствует ГОСТу гербов печать Российской Федерации. Здесь 32 мм, должно быть 40-50 мм. На печати обязательно должно быть ставить ИНН и ОГРН. ОГРН вы, наверное, знаете. Это основной государственный регистрационный номер. Его нет. У вас только стоит номер подразделения и все. Далее. Нарушен ГОСТ оформления документов. Печать, роспись. Кто расписывался? Может, какой-нибудь гастарбайтер или какой-нибудь дяденька Гоша. Здесь должна быть стоять должность. Потом подпись. Подпись должна быть закреплена печатью. После подписи должна быть расшифровка стоять. Этого нету. Печать должна быть синего цвета. И у вас здесь красного. Согласно приказу МВД 651, 247 пункт, печати красные, они стоят на копиях документах. Далее. Фамилия, имя, отчество. Написано все заглавными буквами. Это нарушение Конституции Российской Федерации, статья 68, пункт 1. В нашей стране государственным языком является русский. А почему здесь все написано заглавными буквами? Далее нарушен федеральный закон номер 53 о русском языке. Потому что нас учат всегда писать заглавные буквы, слишком маленькие. Это нарушен мой статус человека. Меня здесь написали физическим лицом. Далее. Нету национальности. Далее. Здесь машиночетное число, в общем, записано, в общем-то. Потому что, как говорится, уже за человеком будет уже считаться не человек будет судить, а машина. Что она скажет, так и будет делать над человеком. И будет издеваться. Далее. Регистрация. Должна быть прописка. Регистрируют те, кто временно. Вы смотрите даже фильмы о Великой Отечественной войне. Когда немцы захватили нашу территорию, они говорили всем местным жителям, выходите на регистрацию. Здесь все указано. И далее, в 6 пункте, если не соответствует описанию, этот документ является недействительным. Я его получать буду, заберу. Но расписываться нигде не буду. Потому что если я распишусь, я уже буду не человеком, я стану физическим лицом. Вот здесь пункт 18.
написала, кстати. Мы вас тоже. Я понимаю, ну, вы образованный, вы истории, очень хорошо все знаете. Но вы же должны понимать, каким образом вся эта система у нас построена, как и чего. Если вам не нужен этот паспорт, зачем вы вообще пришли? Нужен. Зачем он вам нужен, такой паспорт, если он якобы не соответствует требованиям? Пока мы находимся в оккупации, мы что, документ нужен по передвижению по оккупированной территории. Не надо, не получайте его. Зачем он вам такой, который якобы не соответствует этим требованиям? Вы понимаете, что вы сектант? Потому что вы не... Вы сектант. Я сектант. Конечно. Вот это вот то, что вы вот эти вот идеи свои пропагандируете, но они не соответствуют современной жизни, вы поймите. Давайте откроем документы все. Угу. И там все написано. Какие Я документы? не отступаю. Какого Все. года документы? У нас Это уже вот. поменялась страна и поменялось законодательство. Российская Федерация, знаете? У нас как было Советский Союз, так и Так. Ну, если вам не Дальше. нравится жить в нашей стране, А пожалуйста. почему вы здесь Это вы здесь находитесь, не мы, а не мы. наша страна. Лично Я в своей я стране родился. нахожусь. Нет. Если вы служите оккупантам, те, Извините, которые... юристов, что паспорт недействительный. Раз. Документ. Кстати, на распространение сведений о себе я разрешения не давала. Вы понимаете, что распространение Вас не Видеосъемка согласия видео, снимается меня, Вас не снимают. вас не снимают. И так далее. Сейчас вот скажем, что... Такие документы может распечатать любая организация. Да нет, это архивы вашей Это архивы вашей организации. организации. Это не все. Это все серьезно. Это очень серьезно. Здесь все написано, что имеет право МВД. Я даже не являюсь государственным. Это очень здорово. Можете даже ее каким-то образом распространять. Очень хорошо, что у вас единицы. Да нет, ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Единицы. Вы обязаны мне отдать паспорт. Я сейчас звоню в полицию. Нет, нет. Вы мне покажите регламент, где я должен расписаться. Нет, нет. Должны, нет слова. Не должен. Не должен я ничего. Согласно 651 бригаду, 168.4, вы не обязаны предложить, но не вписаться. А есть еще такие субъекты внутри других стран, к примеру, как острова Пасхи, которые юридически принадлежат Чили, которые тоже решили немножко выпендриться. Если вы вдруг, когда граница откроется, а они когда-нибудь, конечно же, откроются, окажетесь на островах Пасхи, то вам поставят штампик в паспорте в виде их знаменитых статуй. А вот если вы полетите в само Чили, то там поставят вполне себе обычный штампик. Поэтому вот эти вот штампики являются чисто фишечкой островов Пасхи. Еще раз говорю, могу сейчас позвонить, уточнить точную дату. Вот. И получается, что здесь сотрудники вот этой вашей нехорошей, по моему мнению, организации послали далеко и надолго этого человека, сказали ему, чтобы я из Москвы сюда приезжал лично. Я в 2017 году писал заявление с просьбой там оставления паспорта. Почему? Серьезно? Чем это регламентировано, что с разрешения начальника? Вы что творите? Уберите, пожалуйста. Не уберу. Почему я должен что-то убирать? Ну, почему меня должны записывать? Во-первых, представьтесь мне. С кем я веду диалог? Нет, сейчас вот эта ваша коллега будет представиться, которая только что хотела похитить принадлежащее мне имущество. Была попытка вырвать из рук у меня принадлежащий мне смартфон Samsung Galaxy M51. Кто это ваша коллега? К начальнику зайду. Она сама представит. Скажите, пожалуйста, вы представитель МВД? Как нет? У вас висит информация о том, что данное учреждение подведомственно МВД России. Работники МВД. Вот сейчас она будет выполнять федеральный закон номер 3 о полиции.
Статью 5, пункт 5 будет представляться, обязана. Куда она побежала? Почему она пыталась совершить открытое хищение? Ну, не удалось, правильно. Чем это регламентировано? Каким номер? Номер, пожалуйста. Дайте ссылку. Давайте. Давайте, я не откажусь. Пойдемте. Давайте, ссылайтесь. Вы представляетесь, пожалуйста. Вы представьтесь мне, пожалуйста. Представляться будете? Так представляйтесь. Вы подведомственны МВД, выполните федеральный закон 3 статью 5, пункт 5. Вы что пришли? Вы что хотите? Скажите конкретно, пожалуйста. Сейчас я хочу, чтобы вы представились, потому что я усматриваю в ваших действиях признаки преступлений согласно 161 статье Уголовного кодекса, потому что вы сейчас пытались, вот вы пытались совершить открытое хищение, принадлежащее мне имущество, что записано на видео. Не надо меня записывать. Была попытка вырвать. Серьезно? Не было попытки? Телефон трогать я не собиралась. Это сейчас будешь в Следственном комитете рассказывать, девочка. И не надо ко мне. Все понятно. Вы куда обращаетесь, мужчина? Хорошо, мальчик, будешь это в Следственном комитете Хватит рассказывать. оскорблять всех. Так ты сказала, что ты не девочка. Я с вами на вы разговариваю. А я с тобой на ты, потому что я в какой-то момент потерял к тебе уважение. Надо посетить, я думаю, Татьяну Юрьевну. Может быть, она что-то прояснит. А вы секретарь, да? Нет, я старший инспектор. Ага. У вас какой вопрос? У меня к начальнику вопрос. Просто я думал, если вы секретарь, может быть, я вам сообщил, что я хотел. Нет, у нее нет, у нас нет секретарей. Угу. Вот так вам Нет, любопытно. мы вам поможем, вы зря стоите тут. Ну, сейчас я хотел, чтобы мне представили одну из сотрудниц, которая, по моему мнению, только что пыталась совершить открытое хищение принадлежащее мне имущество, вот этого телефона. Господи, это... Из 8-го кабинета, да. Но вот веду я видеофиксацию в целях защиты своих законных прав и интересов. Как это у вас хотели похитить? Ну вот, я веду видеофиксацию в целях защиты прав и интересов, а какой-то... А видеофиксацию вы можете вести с разрешения сотрудника. С разрешения. Ну с чего взяли? Это вы можете с разрешения вашего начальника вести видеофиксацию. А ваши сотрудники до сих пор не сослались ни на один нормативно-правовой акт, который запрещает мне вести видеофиксацию. Вот. Ну и по запросам у меня вопросы. Запросы пытались сделать вам. Тут. Здравствуйте. А Татьяна Юрьевна, как найти ее? Подскажите, пожалуйста. Она здесь где-то? Разрешение почему? Почему, скажите? Разрешение у кого надо спрашивать? Согласно вашему мнению. Но почему у вас должны спрашивать разрешение? У вас лично или у представителя МВД? Ну у кого конкретно? Вы сами затрудняетесь почему-то ответить. То у вас лично, то у МВД. Человек может снимать в целях, например, защиты своих законных прав и интересов, почему бы и нет? Ну что, героиня, где вашего руководителя найти? Не могу найти, к сожалению. Ну пойдемте, или мы всем расскажем. Вы же Татьяна Юрьевна, правильно? Пойдемте пообщаемся тогда. У меня уже 2 разных вопроса. 2. Вот, но я думаю, всем рассказывать не буду. Ну, пожалуйста, выключите камеру. Нет, камеру я уже не могу выключить. Вы не можете здесь съемку вести. Чем это регламентировано? Ваши нормативные. Ну, каким именно? Скажите, пожалуйста. Я сейчас, Татьяна, поймите, пожалуйста, правильно, да, я вас помню, вы всегда были адекватным руководителем, насколько я помню, по крайней мере, в отличие от других. Пойдем поговорим. Так давайте поговорим, естественно. Но я выключить, я не выключу. Я, понимаете, могу вам сказать, что вы не имеете права, такой бред могу сказать, что вы не имеете права вести здесь какую-либо деятельность. Вы спросите, чем это регламентировано, я скажу. Да там, нормативно-правовыми актами. То есть, не сославшись на конкретный нормативно-правовой акт, ну, глупо же будет звучать. Вот так же и здесь. Вот, поймите правильно. Просто, понимаете, я был вынужден ехать к вам из другого города. Зайдите сюда, я слушаю вас.
снимать, здесь не надо. Не являются целью основной съемки, говорю сразу. Фиксируются диалоги. Вот, если вы вдруг будете считать, что каким-то образом при ведении видеофиксации мной ваши права будут нарушены, у вас есть право обратиться в суд. Пришли в неприемное время, я вам говорю, что ее заявление зарегистрировано, установленный срок, она получит ответ. Никто у меня ничего не взял, она из моих рук на доверенности посмотрела с таким скептицизмом, а что это вы тут, это вы как себя докажете, что вы это вы? Я говорю, там паспортные данные в этой доверенности. Нотариус подтвердил мой факт, вот мой паспорт. Ну, если будет где-то запятая там стоять, мы ваш запрос делать не будем. Это вот она мне сказала так. И я пошла печатать это, вот составлять через почту, чтобы направить. Через почту в итоге направила, ага. Да, сделала копии всех Все документов, понятно, да. более не имею вопросов, спасибо. Срок на 30. Это в МВД уже зарегистрирован. У меня вопрос к вам был, Татьяна, почему здесь не приняли? Ну, вы не слышите, Почему что так происходит? у меня было, правильно? А что, только Скалова Татьяна Юрьевна имеет право, имеет право и... Как руководителю этих людей, которые отказали, Татьяна Юрьевна, я уже задаю вопрос, работали. То есть они попросили 10 документов вот того периода, 60 подписей на 6 листах. Ну, суд там делает запрос, мы ежедневно... То есть вы считаете, в судейскую коллегию надо на них писать? Мы в суд отвечаем без проблем на установленный... Или следователь, который у вас проводит расследование, может сделать нам То официальный есть запрос. получается сейчас Муромский суд будет воевать с Муромским паспортным столом. Все валит друг на друга. Они делают нам запрос. Просто понимаете, это увидят десятки тысяч зрителей. Я вам говорю. Вот кто будет неправ, вот я как гражданин, да, я как тупой гражданин, которого можно обмануть, можно его представителя обмануть, ввести в заблуждение, послав далеко и надолго с этой нотариальной доверенностью. Зачем я только бабки за нее откидывал? Можно ввести в заблуждение граждане безграмотные. Ну, граждане, по идее, должны быть безграмотными, да? Граждане не должны знать эту кухню, за них должны все госорганы сделать. Понимаете как? Давайте мы с вами заканчиваем вопрос, потому Так. что времени приемное, у меня другие вопросы. У вас другие вопросы. Замечательно. То есть вам не до мы граждан. ответим Спасибо. вам в установленный срок на ваш запрос. Запрос Хорошо, я вам с первым говорю, вопросом мы разобрались. Теперь второй вопрос. Почему вот ваша сотрудница из 8-го кабинета нарушает федеральный закон 3 о полиции, если вы подведомственный МВД, и не представляется, нарушает федеральный закон 3, статью 5, пункт 5. И попросили несколько раз представиться. Она не представляется. До этого она вот этот телефон, который я сейчас держу в своей руке, пыталась у меня выхватить, увидев, что я веду видеофиксацию. Ну, вам потому что объясню. Что за поведение, что за, как минимум, самоуправство у вас происходит? Вы вправе обратиться на нас с жалобой. Я знаю, что вправе. К счастью, знаю. Не все знают. Ну что, так будем терпеть? Почему она не представляется? Там на двери есть фамилия. Может быть, вы... Ну, там разные фамилии, я не знаю, кто из них кто. Может быть, вы поможете им не нарушать, Татьяна Юрьевна? Хорошо. Давайте вместе подойдем. Вы же знаете, что существует федеральный закон 3, статья 5, пункт 5 полиции, что она обязана представиться. Они, к сожалению, не сотрудники полиции. Они кто, уборщица? Я с уборщицей разговаривал. Нет, они не уборщицы. Это аутсорсинговая компания. Хорошо, почему она не представляется? Вы представитель МВД, да? Здесь. Но не они. Хорошо, Татьяна Юрьевна, я к вам сейчас обращаюсь. Зовут меня Маркин Александр Александрович. Я к вам обращаюсь лично, Татьяна Юрьевна, как представитель МВД в рамках 736 приказа МВД с просьбой установить личность вот той гражданки, как вы сказали, да, не гражданский, из 8-го кабинета. Давайте мы в приемное время Что? будем разговаривать. Сейчас время не приемное. У вас свои... Не приемное. А зачем ваша организация тогда существует, если вот у вас постоянно время не У приемное? нас не постоянное время неприемное есть. Ага. Ну, так вы будете немедленно реагировать, Татьяна Юрьевна? Здравствуйте. Не вы вызываете? Я? У вас не написано в карточке, кто вызывал? Участковый Винокуров, слушаю вас внимательно. Участковый Винокуров? Александр Николаевич. Александр Николаевич. Специальное звание? Старший лейтенант. Ага. Смотрите, имеет место быть нарушение 59 федерального закона. Я здесь усматриваю признаки административного правонарушения.
Вот я сейчас пришел поинтересоваться, почему я трачу свое время, деньги на нотариуса, на дорогу. Дело в том, что когда я пришел, да, я в целях защиты своих законных прав и интересов веду видеофиксацию. Сначала я зашел в 8-й кабинет. Одна из сотрудниц пыталась у меня выхватить вот этот телефон. Как говорит начальник паспортного стола Татьяна Юрьевна, это гражданка. Вот это не представитель МВД. Также нужно установить, является ли вот эта гражданка представителем МВД или гражданским все-таки лицом. Иск мне на МВД подавать или все-таки на или на гражданку. Татьяна Юрьевна говорит, что это гражданка. Вы у меня 2 раза были, я 2 раза вам представлял. Ой, жаль, тогда не было видеофиксации, снять бы ваш ор. Уважаемые зрители города Мурома, кто пострадал от действий данной гражданки, как говорит Татьяна Юрьевна, начальник паспортного стола, что это гражданка, пишите нам на электронную почту clubpatriotmsk@gmail.com, если кому-то она грубила, хамила. Некрасиво себя ведешь, девочка, все эти годы. Зачем вы снимаете? Хочу и снимаю. Что ты против умеешь? Почему так разговариваете? Как так? Как так? А я к тебе не испытываю уважения, слышала, да? Спасибо. Пожалуйста. Пиши рапорт по собственному. Не позорь государственной структуры Российской Федерации. Лена, а можно знать фамилию, имя, что владелец сотрудников, как считает Александр Александрович Маркин, что ему на фамилии противоправодейственные отношения совершали. Выхватив у него телефон. Также нужно узнать, что, являются ли они представителями МВД. Еще раз, кто? Какая Оксана? Записываю. Является ли Оксана Александровна представителем МВД? Да, должность. Вот. Но потом уже, столкнувшись с такой проблемой, с такими посылами в паспортном столе Мурома, Елена Владимировна пошла на почту. И вот они, сами чеки. Да. 12 числа отправлено. Любой адвокат вам скажет, что 12 число считается за первый день. Срок пошел, да? Татьяна Юрьевна... На почте не могут, скажем. Она, может, пришла вовремя, а на почте отправили ее. Это не их проблема, да. Любой адвокат вам скажет, что первые сутки это дата заказного отправления, да. Татьяна Юрьевна, когда закрылась в кабинете со своим заместителем, когда я вызывал полицию, вынесла мне конверт и говорит, вот ваше обращение, там дата стоит 1 марта, что они зафиксировали входящее отправление 1 марта. Они, получается, полагают, что у них есть срок до 1 апреля. На самом деле у них месяц срок от 12 февраля, и да, уже отсчет пошел. Вот вас лично я помню как адекватного из них всех человека, когда вот это Николаева орала дурниной на посетителей. Вот, к вам обращались, вы все урегулировали. Я помню эти моменты. Но ничего не меняется. Она продолжала орать на граждан. Вот мне лично поступало множество жалоб на нее. Включая последние там 1,5 года. На электронной почте у меня масса писем. Хамство, беспредел, пишут люди. Вот вас, как в руководителя, я верю. Если у нее проблемы со здоровьем, с психикой, я не знаю, кстати, государственные органы выделяют деньги на лечение или нет. Но, может быть, к специалисту обратиться. Может быть, она действительно квалифицированный кадр. За ее здоровьем должны, да, следить. Вот что она орет на всех. Уже не одно обращение. Прочее. Ну, как видите, вот постепенно заканчиваем. Ну, видите, мы почему... Ну, а мы почему пришли? Нет, ну если у вас перерыв, вас никто не держит, можете, Татьяна Юрьевна, идти отсюда, а мы здесь с участковым полномочным завершим все дела. Мы-то вас не удерживаем в вашем кабинете. Желаю паспортному столу города Муром встать на путь исправления
Ребят, у нас не так давно на канале выходил видосик про МФЦ. Если вы его еще не видели, то ссылочка на него болтается где-то там, наверху экрана. Напишите в комментиках, как вы считаете, какой организация наихудшее отношение к посетителям. Либо вы считаете, что обе организации заслуживают гордого звания представительства ада на земле. Но в любом случае, пока пишите комментики, не забудьте поделиться ссылочкой на данный видосик в своих социальных сетях. Пусть и все люди всей нашей планеты знают, что порой может происходить в паспортных столах. Ну и, конечно же, ставьте лайки данному видео, ведь говорят, от каждого лайка очереди уменьшаются. Ну и подписывайтесь на безумие, ведь впереди у нас еще очень и очень много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Вообще, я на самом деле считаю, что вот лет через 100 границ вообще не будет. Потому что, ну, я вот считаю, что люди по большей части, скорее всего, будут делиться на конфессии, ну, там, на мусульман, православных и так далее. То, что границы, они так или иначе смоются, будет что-то некое такое глобальное правительство, регулирующее всю деятельность на земле. И очень надеюсь, что это правительство все-таки будет такими, ну, достаточно европейскими ценностями. Ну, как-то я против всех этих империализмов.